Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья и просто зрители нашего канала. Вы продаете китайских машинов? Нет, показываем. Красивые, как гласит один известный мем. И сегодня на нашем обзорном столе китайский седан с акульей мордой. Скромный, но строгий Geely Emgrand L. Это вторая модель компании, которая приобрела X-Face, что почему-то у китайцев вызывает бурю эмоций. Первым был Atlas X, про который у нас уже есть обзор, так что советуем посмотреть. Чтобы не терять времени, отправляемся на детальный рассмотр машины. Ну а на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки Geely. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Модель пока представлена в 4 цветах: серый, белый, синий и красный. Длина машины составляет 4638 мм, ширина 1820 мм, а высота 1460 мм. Колесная база седана 2650 мм. На самом деле это даже не новинка, а конкретный рестайлинг базовой модели Emgrand GL. Передний бампер широкий, занимает 2/3 морды машины. За счет иксовой решетки передок становится более агрессивным, прям сердитым, нахмуренным. Фары удлиненные, есть светодиодные линии, снизу бампера расположились воздухозаборники. По краям они могут иметь дополнительную подсветку, но это опционально. Боковые части модели особо ничем не примечательны. Странно, но китайцы не заморачиваются по этому аспекту, именно с седанами. На кроссоверах и электромобилях наоборот, лепят декор. Задняя часть более интересная. По всей крышке багажника идет пластиковый щиток, под которым скрыта секция светодиодной ленты, которая работает и как габарит, и как стопорный огонь. По бокам довольно компактные фонари. В нижней части фонарей вмонтированы поворотники. Бампер узкий, на нем по бокам расположились габаритные огни. Также один аккуратный габарит есть в самом низу бампера посередине. Но теперь заглянем в салон этого китайца и посмотрим, что у нас есть. А порадовать есть чем, так как китайский автопром уделил комфортности салона в этом седане основное внимание. Водителя и пассажира отлично порадует цифровая панель приборов, а также качественный экран мультимедиа с тачскрином на 10 дюймов. Напичкан седан по полной программе. Есть камера кругового обзора, электролюк, электроручник, стартер в виде кнопки, в общем все нужные навороты за себя и за Сашку. Салон отделан мягкой тканью, что тактильно очень приятно. Внутри действительно просторно, это вам не электромобиль, где вмещается 1,5 китайца и чемодан с батарейками. На трансмиссионном тоннеле расположился удобный селектор коробки в виде рычага, а также 2 кнопки кондиционера. Есть ложемент для всякой мелочи, что довольно удобно. Кстати, багажник здесь 680 литров, что довольно много. Ну а теперь откроем капот. А по силовым показателям здесь у нас все делится на 2 варианта, так как комплектации 2. Первый довольно бюджетный на 103 лошадок с крутящим моментом в 140 ньютон-метр. 1,5-литровый атмосферник, что вполне неплохо. В этом случае коробка будет механика на 5 ступеней и моноприводная система. Второй более мощный на 1,8 литра, 133 китайских лошади и 170 ньютон-метр крутящего момента. В этом случае вы получите передний привод и коробку-механику на 5 ступеней, ну или бесступенчатый вариатор. Ходовая базируется на передней независимой подвеске, которая представлена стойками Макферсон, а задняя подвеска торсионная, полузависимого типа. Тормоза дисковые, причем везде. Средняя цена на данный автомобиль составляет $13 400. Ну а на этом наш обзор подошел к концу. Очень надеемся увидеть от вас комментарии, с какой бы европейской моделью вы бы сравнили данный автомобиль и какова по-вашему ему красная цена. Пишите, делитесь, обсуждайте. Ну а чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь, ставьте палец вверх и жмите китайский колокольчик. Всего доброго и до связи в новых обзорах.